Так, ну у нас с Жориком пересадочка, как вы понимаете. Пересадочка этого красавца. Она будет у нас перевалочкой производиться вот в такой большой контейнер. Он, ну, побольше, пошире. Литраж, конечно. Жора, что ты там нашел? Что ты там нашел? Что-то нашел. Что-то экологически. Экологически чистое, да, Жор? Теперь вот вопрос, как ее отсюда достать. Постучать. Горшок такой, что его сильно не подминаешь. Жор, давай ты не будешь тут собирать мне. Вот это, конечно, девочки, попадос. Все намочено. Но отсюда выехать с этого горшка проблематично. Держу за корни, не держу за... Видите, ризоиды приросли. И она плотно сидит. Я постукиваю по дну. И никаких шевелений нет. Еще раз попытаюсь немножечко вот так помять горшочек. Немножко даже слышу похрустывание. Но это уже такая прям экосистема, которую отсюда можно только методом... О, видите, тут растущие корни. Не знаю, каким методом отсюда ее... Методом разрезания горшка, болгаркой, можно ее отсюда убрать. Что-то я уже начинаю не верить в исход этой операции. Оставить в еще один горшок, знаете, вот как делают, ставят больше, обкладывают корой, и вот эти все воздушные корни туда направляют. Но это просто капец. Капецович. Сейчас что-то придумаю. Что-то я начинаю понимать, что у меня тут вообще... Гляньте, что я нашла. Я, видимо, ее высаживала перевалкой, потому что вот торфяной стакан вышел наружу. И как ты жила все это время с торфяным стаканом? Я даже и подумать не могла, что там торфяной стакан. Девочки, я не знаю, как ее достать. Не получается. Не получается. Уже вот такое дерево. Жор, прекращай есть кору. Слушайте, там просто разве что обновлять, да? Но там хорошая корневая. Вот она тебе. Она, да, она как, знаете, как дерево, которое пустило вот такие мощные корни, и ты ничего с этим не сделаешь. Да-да-да. Я уже вот так и нажимаю, и все. Даже если начать доставать вот эти коринки, но они как бы, ну, это мало что, мало чем поможет. Надо вот этот хотя бы торфстакан убрать. Это ж надо. Торфстакан здесь, я в шоке. Девочки, она просто ризоидами приросла к стенкам горшка. И она даже вот... Хотелось бы так вот треснуть, чтобы она вылетела со всем этим содержимым. Но не получается. Только надо разрезать горшок. Я уже вот так ее, знаете, вот от стенок горшка, вот так немножко его раскачиваю. Вот здесь уже отсоединились корни, видите? Но вытянуть просто невозможно. Капец. Девочки, я ее раскачала. Раскачала, она начала двигаться. Фух. Да, тут много плохих корней. Вот, смотрите. Тут надо поубирать
плохую корневую. Пообрезать. Вау. Где-то, может, какие-то чешуйки. Вот эти цветоносы огромные, старые. Она прям до последнего. Вау! Держалась. Такая прелесть. Конечно, разбирать я ком не буду. Что убер... О, смотрите, какие красивые новые корни. Что упадет, то упадет. Что сниму, то сниму. Там, конечно, внутри, наверное, попропадали корни. От времени. Это что? Это уже кока-чипс. Так, ну вот это на поверхности. Видите, они такие непонятные. Виламин хотя бы убрать. Не обязательно там прям убирать. Вот это вот сухой виламен. Ну да, кое-где есть такие корни, которые уже отжили свое. Не, она вот так стояла, не поддавалась на мои манипуляции, а потом... Так, где? Вот, я же хочу до конца достать уже этот торфяной стакан, девочки, вот он. Торфяной стакан. Орхидея, которая любит попить, ей тут торфяной стакан вообще не страшен. Боже, сколько лет этому торфяному стакану? Много, девочки. Очень много. Но больше 5 точно. Ну вот и все. Вот вам пример, когда торфяной стакан, в принципе, нормально себя показал. Без него даже, может быть, было ей и очень сухо. Там дупло такое. Ох, в это дупло надо будет коринку всунуть. Слушайте, там, наверное, уже толком... Вот. А вот, смотрите, вот тут вообще... Вот, аж падают корни, которые уже много лет, им очень много лет. Я просто руками их выгребаю оттуда. Это те корни, которые отслужили, так сказать, свое. Ха-ха-ха. Мох тут растет, зеленеет. Красавцы, моя красота. В общем, девочки, такая вот красота. Непонятно, что за корень. Все, что непонятно, то оставляем. Пусть оно там послужит органикой для этой прекрасной орхидеи. Все, что остается в руках, то убираем. Правильно? Правильно. Ничего не собираюсь разматывать. Вот все, что остается в руках, то и остается. Да, смотрите, там как здорово. Прям можно руку засунуть. Гляньте. Вот так вот. Прям такая экосистема. Обалдеть. Во. Фух. Так, где мой... Где мой новый горшок? Так, все, что плотное, то плотным и останется. У меня такое ощущение, что она и сюда не вместится. Вот этот сухой корень. Вот он вроде сухой, ну, думаешь, нужен ли ты, не нужен. Ты такой большой, сухой, я тебя уберу. Нарастим новых. Здесь вот тоже тяж. А где тут корень, непонятно. Девочки, сейчас я буду сюда прям закидывать. Там, видите, аж горшок светится. Закидывать буду туда кусочки коры, как бы вовнутрь, покрупнее. Мох добавлять я не буду. Он у нее там есть. Видите, и нормально растет. Ох! Что-то я прямо, слушайте, прям устала. Прям такая вот дама
Вообще. Вообще. И, конечно же, повыбираю из ее посадки единственное что, так это пеностекло. А кора будет новая. Такие кусочки галтованной коры, которые еще послужат не один год. Она промыта у меня, высушена. Слушайте, какая-то бездонная просто. Пространство бездонное. Напихиваю туда кору. Вот видите, орхидеи как растут. Они создают такое гнездо. То есть, если бы она росла листьями вниз, она при помощи корней создавала бы вот такое гнездо. И в это гнездо, на дереве, например, да, или где-то в расщелине. Ну, не конкретно эта орхидея, не этот гибрид, выращенный выведенный для подоконников. Ну, скажем, вот если взять фаленопсис, который природник, да, и вот он бы висел вниз листьями, вверх корнями, и из корней бы он создавал вот такое вот подобие гнезда, куда падали бы, собирались в это гнездо остатки листвы, всякой органики. Вот так вот они, многие виды, устраиваются на деревьях, в расщелинах. И потом создают себе питание путем создания вот таких гнездышек из корней. И туда естественным путем попадает органика, она там гниет из года в год, разлагается. И орхидея все эти органические соединения потребляет. Так, все, теперь надо... Тут, может быть, даже и не надо. Немножко просунем коринок, чтобы упали вниз. Коринок и вот этих ее пеностекла. А надо ли оно там? Да, ну там и не надо. Она, конечно, с ним дружила. Тут немножко осталось пеностекла. Но я думаю, лучше какую-то такую коринку туда поместить. Да, вот так вот. Не знаю, девочки, зафиксировать ее с разных сторон. Вот так покидать коринки. Они у меня такие тоненькие. Как раз нормально будет. Крупненькие. Она все равно, видите, над субстратом. Но она интересная. Этот гибрид очень интересен мне тем, что он не вредничает, прекрасно цветет и радует. По несколько раз в сезон, можно сказать, вообще не перестает радовать. Постоянно цветет. Ты уже устаешь от его цветения, он все цветет и цветет и цветет. В общем, вот так вот. Девочки, слишком много коры не хочу добавлять, потому что надо пространство для роста корней. Вот так чуть-чуть, чтобы она просто, не шаталась в этом горшке. Немножечко. Это тут даже слишком множечко здесь коры. Ну ладно, уже положила. Пусть будет. Потому что корням в итоге некуда расти. Уже потом придется брать огромное ведро. Сейчас добавлю, тут я не знаю, тут нет, тут кора ужасная. Отсюда я добавлять ничего не буду, оно тут все разложилось. Сейчас просто мелкие куски вот этой крупной коры новой просто поверху разложу, да и все. Хотя они проваливаются. В общем, такая у нас сегодня пересадка любимки. Нужно порезать. О, по ходу можно посрезать сухие кончики. Вот все-таки... Ой, вот этот вот тоже тяж надо срезать. То он меня будет нервировать. Ну и здесь, конечно... Я старалась в процессе роста убирать там сухие чешуйки,
корешки. В итоге сформировался такой, знаете, ствол у орхидеи. И вот новые корни, они как бы оплетают этот ствол, вот такой, как основание получается. Прикольно. Мне нравится. Не всегда классно. Ну, я понимаю, что нехорошо, когда она парит над субстратом, но иногда это прикольно смотрится, когда вот такой, знаете, ствол из переплетенных корней необожженного веломена, красивого, нового. Я стараюсь сейчас поливать вот так ближе к краю горшка, для того, чтобы, ну, девочки, чтобы не это вот, не попадать на корень, и чтобы он не покрывался. Вот это тоже надо пообрезать. Тяж, вот непонятно, что за тяж. Сейчас обрежу, а вдруг там дальше корень продолжается. Да, не оставлю. Вот там еще, смотрите, сколько цветоносов. Да поубирать. Это самое, чтобы корень не обжигался. Это чешуйки от листьев. Она растит лист, пару листиков растит, пару листиков сбрасывает. Это хорошие коринки. Я ей тут где-то подсыпала новую кору сверху. Ну вот можно взять эти кусочки, которые недавно подсыпаны. Они такие плотные, хорошие. Но сейчас я нарежу здесь из этих кусков. Но это хороший кусок, он потом в посадку куда-то пойдет. Ну, можно вот так его. А эти можно понарезать помельче. Это кора, которую я галтованную покупала целый мешок. У меня еще он есть. Смотрю, девочки торгуют в Фейсбуке такой корой на развес. А я просто купила мешок 50 литров. Да и до свидания. Что я буду вот это играться? По литру вот это по 2 покупать. В три дорога. Можно же купить мешочек и поставить. Мешечек купить и поставить в кладовочку. Да и все. Так, все, девочки, надо еще. Надо еще. У нас там дождь собирается. Вот на момент съемки моего вот этого процесса пересадки в Одессе гроза собирается. Лету. О, так, еще мелкие неразработанные коринки. Они больше похожи, конечно, на пластинки, потому что в мешке с корой этой галтованной разного плана попадаются коринки. Ну, она потом разрабатывается, и все нормально. Вот ринки в ней растут у меня неплохо в этой коре. Да все нормально растут. Но бывает, что покрывается со временем этим грибок. Не грибок, а манка садится. Но не всегда. Те орхидеи, которые хорошо пьют, они выпивают, и все прекрасно. А те, которые не слишком... Сейчас покажу. Вот, например. Видите, вот. Бомс и манка. Значит, надо меньше... Это тулон. Меньше надо поливать. Реже, короче. Я сегодня полила, а могла бы не поливать. Но, видно, совсем сухой был. Но манка, так сказать, видите, манка поселилась. Значит, теперь я дней 10 не буду поливать. Но я буду смотреть на него. Тулончик. Цветоносик растит. Мой ты золотой. Красавчик. Вообще тулон это красивая орхидея. Он молодец. Вот напился. Теперь будет мне растить. И новые корни растит. И все. И, по-моему, лист идет или не идет. Мне кажется, ему надо коры тоже доложить. Что-то у него тут как-то бедновато. Доложу коры ему тоже. Так, ну что, девочки, мальчики. Пересадка завершена. Мы теперь в таком большом горшке. Не знаю, будет ли он падать, потому что предыдущий размер, вот этот, он переворачивался, когда массовый был выгон цветоносов с большим количеством бутонов. Кстати, вот здесь бутон у меня упал. Но не будем расстраиваться.
Главное, чтобы, ну, даже если она скинет цветение, хотя в этом я очень сомневаюсь, это очень такая орхидея, которая молодец, не неженка. И вот переворачивался этот горшок. Надеюсь, что этот горшок не перевернется, но если что, я опять-таки буду использовать это кашпо и для этого. А, я так и поставлю. Что рисковать, да? Вот так и поставлю. Вот тут внизу стоит, получает свет из окна и цветет и растет. Свет рассеянный. А вот эта красотка получила немножко коры, и она растет здесь. Так, смотрите, доцветает уже мой красавчик Sunset Love. Где-то я видела бутончик. Ну вот есть бутончик. Не знаю, думаю, что уже надо срезать. И вот я пересаживала вместе с вами Joyride. Новый цветонос. Желтит лист. Ну, тоже сегодня полила и прям обильно полила. Слишком полила. Ну ничего, там в уровне в нижнем пеностекло. Я думаю, что все будет хорошо. Не закиснет. А это вот все уже доцветает. Мой красавчик желтый шоколад. Но у нас новый цветонос. Обожаю эту орхидею. Из ароматиков это вот самая-самая ароматная. Самая вкусная, как для меня, очень вкусно пахнущая орхидея с таким желтеньким цветочком. Ой, не слишком крупным, но очень шустрым на аромат. Все, друзья мои, всех обнимаю. Всем мира и добра. Всем всего самого наилучшего на каждый день. Пишите, есть ли у вас гиганты, которые требуют пересадку в ведро. Вот у меня вот такой вот есть. Один из. Есть еще и другие. Там прям вообще катастрофа. Надо воздушные корни там. Я прям уже думаю, ладно, пускай растят аж до низа. С полки свисают воздушные корни. Это моя белая орхидея, у которой корневой рост сумасшедший вне горшка. Ну, такой вот эпифит. Все, всех обняла.